Так, ну что, мальчики, девочки, смотрим будущее сегодня. Там что, переплетение, перипетии судьбы, не знаю, как там обозначен будет. Короче, смотрим будущее. Розовый камень ярко-розовый, нежно-розовый и, соответственно, зеленый, темно-зеленый. В инфобоксе время начала вашего видео. Что вы вообще, как считаете себя любимчиком судьбы? Балует вас судьба? Знаете, такое ощущение, что для того, чтобы судьба баловала, вам прям приходится потрудиться. Если бы, конечно, она вам дала вот такого, значит, короля Пентакли, который готов вам там быть вот этим Дед Морозом, да, и давать подарки судьбы, это одна история. Ну, может быть, всего и есть этот король Пентаклей, карта силы и шут. Ну, здесь, наверное, такое ощущение, что, может быть, как бы вас берегут, у вас сильные ангелы-хранители. Ну, вот смотрите, в принципе, по вот этим картам есть ощущение, что вы действительно куда-то выходите. Вот. Куда-то выходите, да? Если мы в прошлое идем, выходите. А если в будущее идем, потому что сейчас вот какой-то момент обнуления. Вот в прошлом, знаешь, как будто была поддержка. А тут тоже как бы все достаточно неплохо, судя по всему, смотри. Потому что вот сидишь тут, значит, когти пилишь. Туз жезлов, новая энергия, может быть, новое начало чего-то, да? И ты такая королева мечей, да? Ты такая королева мечей. Но при этом есть ощущение, что здесь кто-то вот прям помогает тебе быть этой королевой мечей. Да, ты такая типа маленькая, все это замутила, все это заварила, и никто не знает, что это значит ты. Все это замутила, короче, еще заварила, да, устроила людям башню, кстати, вот здесь так интересно. Хорошо, хорошо. Ладно. Что там высшие силы говорят вообще, да? Что там у тебя за период жизни сейчас? Просто вот высшие силы, что говорят? Период жизни. Десятка мечей. Нормально. Прорвемся, да? Десятка мечей. Собственно, потому что, может быть, это, знаешь, десятки – это же накопленный потенциал. Вот, собственно, есть ощущение, что вот эти все травмы, все страхи и так далее, они сейчас прям устроили, да, тебе показательную казнь, все навалилось. И ты вот вообще не понимаешь, что делать дальше, как эта кукла, которая огромным количеством булавок тебя пригвоздили. Это условно сейчас. А вот тебе еще десятка жезлов. Навалила и все вот. Ну тебя. Десятка мечей, десятка жезлов. Финалочка, да? Финалочка. Вообще просто что. Может быть, это огромное количество обязательств, обстоятельств, да? Может быть, это были факторы, на которые ты вот раньше не реагировала, еще сейчас такой пипец. Пипец. Что с этим делать, не совсем непонятно. Ладно, давай смотреть, что же там. Судьба нам приготовила, да? В ближайшее время смотри и сама загадывай, на какой период ты будешь смотреть, потому что понимаешь, что не сильно у тебя сейчас есть энергия на изменение ситуации. Да, есть такое. Не сильно есть энергия на изменение ситуации. Давай, что там? До конца месяца. Что интересного у нас с тобой будет? До конца месяца. Ну, давай так, я не знаю, когда ты будешь смотреть. Мы с тобой смотрим на 2 недели, да, примерно. 2 недели. 2 недели. Что интересного в течение 2 недель произойдет? Так, туз пентаклей.
Король Пентаклей. Смотри, это может быть какой-то подарок, да? Какой-то большой, важный, ценный подарок. Вот. Или, собственно, большой, важный, ценный мужчина может в твою жизнь прийти. Да? Может быть, это про то, что наладятся отношения с отцом. Ну, посмотри, какая мощная фигура, да, вот этого, собственно, короля Пентаклей. Вот в течение 2 недель здесь действительно возможно прояснение. И вот это правда как определенный подарок судьбы, потому что ты в этой ситуации вообще что-то такое, знаешь, абсолютно такое, ну, безголовое в том плане, что вот здесь ты искатель. Да? Ты искатель, и тебе, собственно, только твоя интуиция указывает путь, условно. Вот. Или вот смотри, какая-то ситуация, которая действительно связана с, может быть, с передачей прав, да, передачей каких-то обязанностей, вызову к директору на ковер, вот что-то такое, но при этом как бы это благоприятный период, да, там в течение 2 недель. Вот. Интересно, конечно, твои вот эти состояния. Туз Пентаклей. Тут какой-то прям мощный мужчина, прям смотри, вмешивается в твою жизнь. Прям очень мощный мужчина вмешивается в твою жизнь, да. Вот как будто ты действительно давно очень ждала. Очень давно ждала, да. И здесь, скорее всего, возможно быть, это перевод в какое-то другое состояние, да, или это какие-то планы. Ну, это же не всегда у нас про личную жизнь. Это, например, когда перед тобой начинают разворачиваться возможности по работе, да. Это вот из состояния потеряшки, да, ты как бы вот выходишь, ну, в ощущение, что тут что-то поправо. Ну, есть ощущение, что тебе мужчины прям по жизни помогают, или, по крайней мере, начнут помогать. Знаешь, может, это какое-то повышение, которое ты достаточно давно ждешь вообще, да, и тут как-то его не было, и оно, знаешь, начинает разворачиваться. Что в личной жизни? Да, все то же самое, знаешь, в личной жизни 9 Пентаклей, вот я такая птичка в клетке, 9 Пентаклей. Да? И самодостаточно. Ну, в личной жизни ничего такого нового не будет пока. Вот. Потому что есть ощущение, что ты как будто вот сама себя заколебала в этой 10 мечей, да, просто устала от собственной вот этой клетки, от собственного одиночества. Ну, знаешь, здесь просто высшие силы говорят, вот ты вот, вероятно, максимально себя уже должна задолбать, да, прежде чем принять какую-то помощь, принять какую-то поддержку, да, открыть эту клетку, как бы, и понять, что ты сама себя туда заключила, грохнула свою энергию максимально, которая могла бы там прийти на какие-то преобразования, да, но, в принципе, те высшие силы вроде как что-то начинают подсвечивать. При этом достаточно какие-то резкие события. Резкие события могут быть в твоей жизни, знаешь, там прояснение отношений, типа там признали мне в любви, там, ну такое, знаешь, вот начинают раскручиваться события. То есть после периода стагнации начинают раскручиваться события, как бы нам об этом говорят. Да, это какой-то новый путь. Это какой-то новый путь. Ну, какое-то новое интересное предложение, где ты там по праву там занимаешь место. Как-то прям... Что-то у меня ощущение, что все-таки это больше с работой связано. И там, знаешь, такое ощущение какой-то незаменимости даже. А кто, если не ты? Ну, так вот интересно у нас все. Так, двоечки, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Как вы сами считаете, вы тут от судьбы берете какие-то подарки? Балует она вас? Ну, такое ощущение, что вы прям топчетесь, как будто, смотри, прям вот, ну, вообще температура по больничке, как будто вы прям топчетесь на пороге отношений. Это оно что-то страшно, собственно, впускать их в свою жизнь, страшно видеть в этом всем ценность для себя, да, или страшно развивать, вот как-то так. Вот, поэтому, в принципе, вы, как контрзависимый, можете все это отгонять от себя, хотя там есть перспективы. Ну, какие-то, знаешь, ощущения, что, может быть, когда-то потом вот оно все выходит в какое-то
какую-то интересную стабильность. А то, что вот есть сейчас, ну, тройка пентаклей, как бы карта мира, ну, вот. Это, знаешь как? Это вот как результат твоих вот ограничений в голове, в первую очередь, да? Просто результат твоих ограничений в голове, потому что ты как будто, знаешь, готова довольствоваться просто маковым зернышком, как-то дюймовочка. Ну, дюймовочки-то подсветили потом принца эльфов, и тебе же все каких-то жадных картов подсвечивают, да? Поэтому, знаешь ли, зачем жертвовать, если, условно, это не про то, что тебе раз из-за твоей жертвенности что-то потом подсветит. Так. Экономная этого жена, да? Неприятно ж, наверное, это все слышать-то. Хорошо. С точки зрения высшей силы, что за период в жизни вы сейчас? Смотри, какой-то новый путь, но достаточно тяжелый, да? Шестерка мечей. Да, может, новый финансовый путь, смотри, может, у кого-то прям уход с работы, да, или развод, или ну, что-то такое, знаешь, какой-то момент самостоятельности. Может быть, медленный какой-то путь, знаешь, какой-то медленный разворот, да? Медленный, собственно, разворот. Ну, наверное, в какую-то позицию выживания все же, да, нужно найти свое место под солнцем. Да, хотелось бы, собственно, большего, да, но есть ощущение прям жестких очень ограничений, прям не в своей тарелке, да, потому что мы как-то прям не хотим и не можем расширяться, не хотим и не можем расширяться. Поэтому смотри, эта башня закономерна, и, соответственно, все твои путы, все твои зажимы и прочее, это нужно все спалить к чертовой матери. И, соответственно, если кто-то атаковал твой теремок, знаешь ли, нужно по-тихому просто это все уничтожить и рассоздать. Уничтожить, рассоздать. Просто вот состояние любви, да, вот на эмоциях. На эмоциях вот себя, скорее всего, будет прям такие очень яркие проявления, да, когда будет казаться вообще, что я хочу все это разнести. Ладно, мы с тобой уже смотрим, что там, до конца месяца, на 2 недели, что интересного может происходить, да, перипетии твоей судьбы, что мы, какие события сейчас притягиваем, что в энергополе. Да, тут вот что-то радость какая-то по 9 чаш, посмотри, да, сколько чашек, такой ты прям кит радостный. Ну, знаешь, у меня больше вот ощущение, что это прям какие-то очень мощные эмоции, понимаешь? Вот если мы с тобой будем переводить как бы башню и 9 чаш на этот такой, знаешь, не метафорический язык, да, это прям вот какие-то мощные прям оргазмы, это как извержение вулкана, это просто что такое, ты чем-то прям фонтанируешь, но при этом это башня. Вот, и такое ощущение, что ты прям что-то с удовольствием сносишь, вот как будто вот плотину прорвало, да. И как бы сказать о том, что 9 чаш крушения плана здесь нет, здесь, скорее всего, просто энергии, которые друг друга дополняют, чтобы нам саму картинку обрисовать. Плотину прям прорывает, смотри. Ого, в дьявола вообще, да, в дьявола. Либо ты прям во все тяжкие, там, во все эти зависимости, да. Вот, может, подвалы души, может, еще что. Но это именно про то, что тебе как-то страшно привязываться, да, страшно действительно, условно, понимать, что ты сама или сам создаешь вот эти ситуации, и тебе в этом кайфово. И ты как будто не можешь голову отпустить, вот это состояние контроля. И посмотри, дьявол, башня, да, 9 чаш. Вот это, конечно, из тебя выплескивается, да, выплескивается. И ты как бы, знаешь, как будто дождался или дождалась, потому что спустя долгое время это все происходит, потому что это отшельник. Потому что это отшельник. Посмотри, жизнь бурлит вокруг тебя, там, да, ты в отшельнике. Ты, возможно, в работе, да, в каких-то своих планах, и ты думаешь, да нет, зачем типа мне это нужно, потому что это какая-то мимолетная история, да, может, у тебя отпуск какой-то, да, еще что-то.
Человек, смотри, какой-то может вернуться из блока, например, да, который там себе не писал, там не звонил, прям проявится, да, непонятно, что принесет-то. 7 чаш и 7. Да, семерка опять запутанная ситуация, то есть вроде как есть какое-то движение вперед, вроде есть какой-то посыл, а куда двигаться вообще непонятно. Непонятно, да? Здесь как будто хочется вот этого движения, хочется вообще все послать, сказать, да пошло на все к чертям, да, все, прям какой-то мощнейший момент обнуления, который мы себе вообще прям не можем позволить, состояние контроля. Смотри, здесь какой-то вот, наверное, момент некого прояснения отношений, да, и ты все-таки надеешься на какую-то точку, вот, оно как-то все несерьезно, и несерьезно, потому что нет понимания, что делать дальше, да? Как будто ты хочешь серьезно поговорить, а вот тебя как-то отфутболивают в том плане, смотри, какая интересная паш чаш, да, то есть он, ну, стоит как бы, вот ему бы плавать, это рыбе надо. То есть, и на самом деле здесь как будто непонятно, вот это движение вперед, есть оно или нет. И, собственно, вот в течение 2 недель вот здесь будет какое-то прям прояснение отношений. Может быть, знаешь, для кого-то ситуация такая, что поскольку она у тебя, ну, в жизни вот так вот не разворачивается, как бы вот тебе хотелось, ты просто психуешь и выбираешь какие-то новые пути. Это вот как я, например, вот девочке, которую вот мужчина не выбирала, советовала еще сходить на свидание на Тиндере. Я говорю, ну вы же вообще ничего не теряете. Вот какая-то такая история, да, что здесь нам говорят о том, что вот ты действительно очень много упускаешь, потому что не видишь какие-то другие пути развития событий. И тебе надо в эту сторону посмотреть, они, безусловно, есть, да. Ты как бы уходишь вот из чего-то старого, из тех потенциалов, которые уже просто не работают для тебя. Вот. Страшно, непонятно. Но при этом ты как будто вот с головой прям прыгаешь в какие-то чувства, да, а, собственно, чувства-то есть. Вот такая интересная позиция. Так, троечки, давайте, что у вас там в течение 2 недель? Ну, давайте, как вот вам кажется, вот этот любимчик судьбы там балует вас? Что-то у нас в жизни-то интересного происходит. Четверка пентаклей, 5 пентаклей. Да нет, что-то не могу сказать, что прям балует, да? Может быть, это про какой-то момент одиночества, это про момент того, что мне бы себя сохранить в первую очередь. Мы смотрим на чужие праздники, как бы, да, нам чего-то хочется, но как-то вот праздники-то чужие по 5 пентаклей. Смотрим на чужую радость, да. А чего же нам страшно? По правосудию. Ну, потому что мы прекрасно понимаем, что у нас есть высокая планка относительно работы, относительно отношений, относительно жизни, да. И мы очень боимся, что мало кто эту планку потянет сейчас как бы в нашем окружении. И вот, собственно, по справедливости тебе дают пустое гнездо. Пустое гнездо. Вот, потому что, собственно, вот здесь вот король пентаклей как бы говорит о том, что человек сам себе сделал. Это мы сейчас не конкретно про мужчину, но, может быть, вы по вот этим 2 картам ищете себе какую-то прям достойную пару, да. А тут по 8 жезлов и карте шута что-то такое, знаешь, прибивается не то совсем к берегу. Хорошо. Так,
А с точки зрения высшей силы, что за период жизни сейчас? Карта Солнца. И 9 пентаклей. Ну, в принципе, смотри, как бы, видимо, наслаждение какими-то своими достижениями, да. Но, с другой стороны, смотри, как нам показывает все-таки, что вот это солнце, да, а птичка-то наша вообще в клетке, да, в клетке своей вот этой 9 пентаклей, вот она там как-то выросла, это ее зона комфорта. Вот, и, соответственно, вы смотрите как будто на свою мечту, да, на жизнь, вот как бы вы хотели жить, и состояние клетки, что я как будто не могу себе это позволить, да, я себе это не могу позволить. Вот, пожалуйста, 5 пентаклей. Вот, либо здесь про семью, и мы как бы ее очень сильно хотим, про детей, может быть, да. Вот, что ж у нас такая 9 пентаклей, мы как будто заложники, да, своей 9 пентаклей, хотя на самом деле вот очень хочется чувство показывать, и какую-то безбашенность свою, прям голову хочется потерять, да, прям хочется как бы потерять голову. Здесь вот нам об этом говорят, что мы слишком как-то строги по отношению к себе, а мы как будто не имеем права потерять голову, потому что, ну а что, собственно, да, потом делать. Вот. Но хочется уже совсем других энергий. Ладно, что там в течение 2 недель? Ну, вот смотри, какой-то мурмур вообще, да, с каким-то этим в короне. Может, подарочек какой-то, да, потому что влюбленный. Влюбленный, вот смотри, он тут вручает ей сердечко. Вот. Посмотри, может быть, это действительно свидание, может быть, с человеком, который тебе близок, да, 6. То есть здесь в 6, наверное, что-то по сердцу, что-то достаточно близкое, да, с одной стороны ностальгия там по семье, не знаю, может быть, это что-то, какие-то семейные там посиделки там могут быть, да, там по 7 жезлов. Вы знаешь, как будто желание, может быть, сохранить семью, да, или сохранить какие-то приятные воспоминания, или вот воспоминания уже были, а сейчас какое-то обновление информации, да, что еще будут какие-то приятные новые воспоминания. Может быть, ты сама проявляешь инициативу кому-то написать, да, потому что ты тут бросаешь вот в эту 7 жезлов, да, через какое-то сопротивление, соответственно, может, человек тебе понравился, условно, человек как бы тебе понравился, ты чувствуешь от него приятную энергетику и сама как бы инициативу проявляешь. Вот, может, ты от кого-то прям хочешь забеременеть уже конкретно или стать уже чьей-то императрицей. Явно, может быть, это правда, знаешь, какое-то вот интересное предложение, потому что это переход на новый уровень однозначно, да, смотри, императрица, и в красных сапогах здесь вот она такая висит. Может, ты себе купишь красные туфли, у тебя начнется новая жизнь? Давай посмотрим, что же предполагает эта новая жизнь. Баланс какой-то, да, 2 пентаклей, 9 чаш. Ты знаешь, вот есть ощущение, что типа с милым рай, да, и в шалаше вообще, вот здесь вот так вот, если это мы говорим там типа с милым рай в шалаше. Но здесь вот есть какое-то, знаешь, вот это состояние баланса. Но я его, конечно, сейчас раскрою. Мне вообще не нравится 2 пентаклей, потому что она всегда говорит про недостаток либо энергии, либо финансов, вот чего-то еще, да. Но при этом здесь есть ощущение того, что есть чувства, да, есть чувства, или, знаешь, есть какая-то цель там в этом всем, да, безусловно, как бы есть. Вот, и поэтому здесь вот какие-то хорошие, приятные события, да, когда ты вот сильно прям не думаешь про какие-то перспективы, там, еще что-то. Что у нас интересного? Давай, а по работе, что у нас в течение 2 недель с тобой будет происходить интересного? 7 пентаклей. 9 пентаклей, да, слушай, ничего сильно не меняется, куча голодных ртов, всех кормить надо, а ты такая типа в клетке, да, что-то они ждут или ты ждешь. Ну, давай так, какое-то, значит, ощущение ожидания у тебя от работы, оно затягивается по 7 пентаклей.
Потому что у тебя, знаешь, как вот выход, до чего ждешь? Выход в какое-то признание, возможно. Смотри, 5 пентаклей, да, собственная карта Солнца. То есть ты как будто наблюдаешь там за чужим праздником, или кто-то делает какие-то карьерные шаги, а тебя это Солнце не наступает. В 5 пентаклей, да. И здесь действительно может произойти выход, но здесь нужно прикладывать усилия по 8 это жезлов, понимаешь? По 8 жезлов, прям что тебе прям энергетически не хватает. Ладно, личную жизнь посмотрели, работу посмотрели. Сейчас что, еще одну карту здоровья там вытащу. Да все по-прежнему. Там рыцарь пентаклей, правосудие. В общем, как к себе относишься, так тебе тело там и реагирует. Ну, вообще, в среднем у тебя вот это вот 2 недели – это как работа над ошибками, знаешь, как вот сбор урожая, да, что типа потопаешь, что типа как бы и полопаешь. Вот какая-то такая интересная история. Все. Ну, хочется, правда, сильно большего. Я не знаю, насколько тебе окружение может это все дать. Не может оно там сильно дать, поэтому как бы есть конфликты по этому поводу. Но все-таки там выход в компромисс, выход в силу, поэтому вполне возможно, да, что твои цели, они начнут обретать очертания, да, и начнут как бы проявляться дороги по отношению к ним, потому что ты точно ножками идешь уже, не просто сидишь и ждешь, поэтому, конечно же, ты будешь от жизни получать знаки, в правильном направлении движешься или нет. Но пока, знаешь, те дороги, которые ты выбираешь, они очень мелкие. Вот такая была позиция по 3-му варианту. Все. С вами была я, ваша нейроведьма.